Привет, друзья! В этом видео я покажу, как можно в домашних условиях починить, почистить и решить многие проблемы с таким объективом, как Nikkor 1870 3.5 4.5G. Этот объектив шел в комплекте с фотокамерой Nikon D70. Недавно случайно я приобрел этот фотоаппарат. Привлек он меня тем, что у него мало мегапикселей, всего 6.1. Но благодаря этому пикселей получается их меньше, но они намного больше по размеру. И фотографии получаются намного более резкие и жизненные. Единственным недостатком здесь является маленький экран. Но мне он практически не нужен. Все установки делаются на маленьком экране с помощью быстрых кнопок. И замечательный фотоаппарат, очень я доволен. Значит, теперь по поводу объектива. Снимем объектив. Убираем фотоаппарат. Значит, проблема в этом объективе то, что он не пылезащитный. Некоторые его называют пылесосом. При открывании и закрывании зума засасывается пыль вовнутрь. И у многих есть проблема с автофокусом, что автофокус болтается и фотоаппарат не фокусируется. Также другая проблема, что болтается передний блок линз. В этом видео я покажу, как разобрать. Главное собрать этот объектив и устранить эти проблемы. Значит, снимаем бленду. Здесь у меня стоит фильтр. Очень хорошая вещь, всем советую. Он регулируется. Стоит он абсолютно недорого. Где-то 8 евро покупал его отдельно. Он убирает блики замечательно и защищает объектив. Значит, объектив я уже более-менее привел в порядок. Но покажу еще раз, как это все делается. Сниму все это на видео. Когда я покупал его, внутри объектива было очень много пыли. Надо было его разбирать и убирать пыль изнутри. Когда я его собрал первый раз, перестал работать автофокус. Значит, он болтался и не фокусировался. Объектив стучал. Так, значит, нам понадобится несколько отверток. Отвертки брать желательно хорошие. Подойдут такие часовые отвертки. Такие отвертки я бы не советовал использовать. Они, по-моему, алюминиевые. Одну отвертку я сломал, откручивая эти винты. Закручены они достаточно сильно. И надо подбирать хорошие отвертки. Значит, снимается байонет. Крепится он 4 болтами. Значит, выкручиваем эти болты. Болты закручены достаточно сильно, так что подберите хорошие отвертки, чтобы не сорвать шляпки болтов. Так, значит, я снял 4 болта и снимается байонет. Держится он на одном шлейфе, который нужно будет снять. Вот здесь этот шлейф. Приподнимается отверткой замок, маленькой отверточкой.
шлейф вытаскивается. Здесь стоят два кольца. Снимаем два кольца. Дальше нам надо будет вытащить эту кнопку. Кнопку автофокуса. Приподнимается вверх и через отверстие просовывается вовнутрь. Кнопка держится на двух проводах, так что они могут поломаться. Будьте осторожны. Снимаем пластиковое кольцо фокусировки. Дальше снимаем все шлейфы. Все делайте осторожно, аккуратно, не торопясь. Эти два шлейфа на замках. Этот вытаскивается при помощи усилия. Маленький также на замке. Так, шлейфы отсоединили. Теперь откручиваем один винтик, который держит плату. И снимаем плату. Осторожно, чтобы не повредить шлейфы. Дальше снимаем резиновое кольцо. Поддеваем его отверткой. Самой маленькой отверткой, что вы найдете. Аккуратно. Немножко оттягиваем. Оно не приклеено, оно держится просто без клея. Так, его сдвигаем и начинаем потихоньку снимать. Дальше откручиваем 3 черных болтика. 1, 2, 3. Снимаем этот шлейф. Он немножко приклеен. Его надо немножко поддеть и убрать. Снимаем это кольцо. Дальше, там где мы сняли резинку, есть один винт. Его откручиваем. Затем откручиваем 3 других винта
1, 2 и 3. Дальше разбираем объектив, снимаем мотор автофокуса. Вот он сам мотор. Здесь находится датчик автофокуса, который отвечает за автофокусировку. У тех, кто не работает автофокус, я не буду его разбирать сейчас, а просто попробую объяснить. Снимается это кольцо пластиковое, оно держится на 4 винтах. Вот один винт. Два, три, 4 винта. Снимается оно для того, чтобы подобраться к сенсору. Здесь находится сенсор, который прижат пластинкой к магнитной ленте, которая находится здесь. Когда этот датчик отходит, автофокус перестает правильно работать. Его нужно выставить параллельно магнитной ленте. Значит, снимается это кольцо пластиковое, и обычно он бывает погнут. Вот это крепление, оно гнется. Его надо выпрямить и практически прижать этот датчик к пластиковой ленте. Это белая, это пластиковая лента, магнитная. Можно согнуть эту скобу тоже, чтобы лучше прижимался он. Чтобы этот шлейф был ровный, надо следить тоже. Если он сломан, его можно легко поменять тоже. Тогда автофокус будет работать корректно и никаких проблем не будет. Дальше разбираем объектив. Снимаем пластиковое кольцо. Снимаем блок линз. Он выкручивается отсюда. Здесь тоже 2 кольца, они вынимаются. И вот сам блок линз. Когда я чистил, я снимал заднюю линзу. Она держится на 3 винтах. 1, 2, 3. Но надо запомнить положение, в котором они стояли, чтобы не нарушить фокус. Изменится фокус, и вы поставите наоборот что-то. Чтобы почистить заднюю линзу, выдвигается зум. И чистится задняя линза и передняя. Также можно смазать все специальной смазкой, чтобы объектив хорошо работал. Чтобы не болтался передний блок линз, надо прикрутить 3 винта. Они иногда откручиваются. 1 винт, 2 и 3. Сильно затягивать их не надо.
иначе зум будет работать немножко тяжело. И крепятся они, добавляется немножко специального лака, чтобы они не откручивались. Чистить желательно во влажном помещении это все, чтобы не было никакой пыли. Специальными салфетками или клизмой. Про чистку есть много видео. Так, теперь это все надо будет собрать. Это будет немножко сложнее. Если вы это будете делать, просто держите это видео наготове и по ходу смотрите, как все собирается. Значит, сначала соединяются эти два кольца. Здесь есть отверстие, и на втором кольце есть паз. Они должны совпадать, когда вы их будете соединять. Таким образом. И оно выходит наружу. Дальше вставляется мотор. Вставляется он где-то на 18 надо повернуть. И здесь на уровне точки. Еще главная вещь. Вот эти два штырька, поворачивая это колесико, выставить где-то посередине белой точки. Таким образом. Затем это все совмещается. Белая точка и 18 примерно. Вращаете и оставляете в таком положении. Значит, на блоке линз его надо задвинуть до конца. Он должен быть задвинут. Есть язычок фокусировки. Его надо выставить на линии с белой точкой. Дальше этот блок линз вставляется, соединяется с мотором фокусировки. Держите стороной с белой точкой и начинаете его вставлять где-то на 70. Этот шлейф, кстати, желательно подогнуть, чтобы он не мешался, когда вы будете вставлять. Таким образом. Выдвигается это кольцо, держите за это кольцо. Где-то совмещаете белую точку и 70. Здесь есть пазы, куда вкручивается блок линз. Вкручивается он легко, так что не прилагайте никаких усилий, но надо попасть в эти пазы. Это немножко сложно. Главное не торопиться и не прилагать никаких усилий. Проверяйте этот язычок тоже иногда, чтобы он был на уровне с белой полоской. И вставляете в эти пазы. Осторожно, не торопясь. Это достаточно непросто.
Когда вы попадете, он легко закрутится. Не надо его туда давить. Значит, после 2 минут мучения мне удалось попасть в пазы. Иногда он попадает сразу, иногда надо немножко помучиться. Значит, держим это кольцо и вкручиваем объектив, удерживая кольцо. Вкручиваем до конца. Теперь самый главный момент. Должны совпадать эти две белые точки. Как вы помните, здесь у нас находится штырек на уровне этой полоски. И здесь находится паз на уровне этой точки. Они должны совпасть. И объектив вставляется в этот паз. Сзади шлейф можно поправить, вытащить наружу. И самое главное теперь, чтобы этот язычок попал в этот паз. Должен войти до конца линзоблок. Проверяем здесь, совпадают ли все отверстия. И чтобы убедиться в том, что этот штырек вошел в паз, пробуем поворачивать немножко кольцо фокусировки. При поворачивании кольца должна вращаться нижняя линза. Если она вращается, значит вы попали в этот паз. Все хорошо, можно собирать объектив дальше. Если это кольцо не вращается, значит в паз не попали. Надо будет опять разобрать и попробовать заново. Значит, теперь сборка объектива. Вставляем сюда болтик. Закручиваем. Закручиваем 3 винта сверху. Теперь главное не забыть поставить это резиновое кольцо обратно. Ставится оно легко тоже. Немножко подтягиваете и сдвигаете вниз. Так, все на месте. На данном этапе можно проверить работу фокусировки. Кольцо вращается. Проверяем зум. От 18 до 70. Если внутренние винты будут затянуты стильно, он будет ходить достаточно туго. Если их не затянуть хорошо, он будет болтаться. Так, продолжаем собирать дальше. Дальше ставим следующее кольцо.
Чтобы правильно его поставить, здесь есть вот такое отверстие, и оно входит в этот маленький пазик. Вот сюда. Значит, 2 шлейфа проходят у нас изнутри. И 2 снаружи. Ставим это кольцо в этот пазик. И закручиваем остальные 3 винта. Приклеиваем этот шлейф обратно. Он держится на какой-то липучке. Ставим кольцо фокусировки. Он должно попасть тоже в пазики. Здесь есть вот такие как бы пазики. И должны совпасть вот эти выступы. Вот. Кольцо не должно болтаться. Если поставите наоборот его немножко, оно будет ездить. Если поставите прямо, оно болтаться не будет. Так. Дальше ставим плату. Плата у нас ставится. Я ставлю по этому самому тонкому шлейфу в этот паз. Он ходит. Таким образом ставится. Все шлейфы должны быть наружу. Так, закручиваем еще один винтик. Аккуратно вставляем все шлейфы. Проверяя, чтобы они полностью вошли туда. Закрываем замки. Этот шлейф без замка, его нужно туда протолкнуть. Проталкивается он снизу. Снизу есть кусочек пластика, его нужно толкать снизу, упираясь в него. Вставляем и маленькой отверточкой толкаем этот пластик вовнутрь. Чтобы контакты полностью вошли туда. Дальше одеваем следующее кольцо. Сначала просовываем кнопку
в это отверстие. Чтобы она оказалась наружу. Ставим кольцо. Оно должно попасть в пазы тоже. Один здесь штырек. И оно плотно садится. Дальше вставляем кнопку. Очень просто. Ставим промежуточные кольца. И осталось прикрепить сам байонет. Немножко неудобно вставлять этот шлейф. Его прогибаете вовнутрь, чтобы он чуть-чуть вошел туда. И затем просто нажимаете его вниз. Можно пользоваться каким-то пинцетом. Так, вот он вошел полностью. Закрываем замочек. И вставляем эту шпильку в отверстие. Выравниваем байонет. И закрываем. Закручиваем остальные 4 винта. Один винт у меня почему-то с другой резьбой, с большой. Это так было или кто-то сделал, я не могу сказать. Значит, закручиваются винты. Вот, в принципе, все. Объектив собран. Желательно его почистить еще. Я по поводу пыли не очень заморачиваюсь. В сервисе будет стоить чистка объектива 50 евро. Но можно сделать все самому. Значит, фокусировочное кольцо вращается. Зум работает. Попробуем на фотоаппарате.
Значит, проверяем работу автофокуса. Вот кольцо фокусировки. Пробуем его изменить. Все работает замечательно. Ставим фильтр. Ставим бленду. И идем фотографировать. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Всем спасибо за просмотр. Удачной всем фотографии. Все, всем пока.